Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Мы продолжаем обозревать ветеринарные публикации на нашем канале. И прежде чем мы начнем это, как обычно, делать, хочется сделать пару небольших объявлений. Первое объявление. Как показывает статистика, получасовые видео до конца могут посмотреть далеко не все. Поэтому мы будем делать теперь видео короче и будем обозревать за раз 2 публикации. Это позволит получать больше информации, тратя на это чуть меньше времени. Все равно до конца никто не досматривает. Второе объявление. С 24 января по 28 января в образовательном центре коллегии ветеринарных специалистов будет проходить модуль по интенсивной терапии, где ваш покорный слуга будет принимать участие как один из спикеров. 25 числа день будет посвящен полностью искусственной вентиляции легких, и можно будет в этом поучаствовать. Запись возможна как на весь курс целиком, так и на отдельные дни. А мы начинаем обсуждать те публикации, которые у нас есть в наших ветеринарных журналах. Сегодня у нас будут 2 публикации. Первая посвящена карбоксигемоглобину как маркеру иммуноопосредованной гемолитической анемии, а вторая публикация будет посвящена выживаемости у кошек с политравмой. Не переключайтесь, должно быть интересно. Публикация из Journal of Veterinary Internal Medicine, посвященная уровню карбоксигемоглобина как диагностическому и прогностическому маркеру при гемолитической анемии у собак. Причин гемолитической анемии у собак достаточно много. Это инфекции, это интоксикации такими веществами, как цинк, медь и лук-чеснок. Мы знаем, что собакам эти вещества нельзя. Анемии с тельцами Хайнса, микроангиопатии, наследственные болезни, трансфузионные реакции и болезни селезенки. Наиболее частый тип гемолитической анемии, с которым мы сталкиваемся в своей практике у собак, это иммуноопосредованные гемолитические анемии. Те, кто лечит много пироплазмоза, те знают, что ИАГА – это частое осложнение у собак с перенесенным экбезиозом. Диагностика гемолитической анемии затруднена из-за низкой чувствительности и специфичности тестов, которые существуют для ее определения. Гемоглобинурия и гемоглобинемия – специфические, но малочувствительные маркеры для гемолитической анемии. Они чувствительны и специфичны только в 10% случаев, а это мало. То есть у нас всегда остается вопрос, это анемия какая? Иммуноопосредованная или все-таки это какая-то другая гемолитическая анемия? Гемолиз при заборе крови может приводить к ложноположительным результатам. Если мы набираем кровь с помощью вакуумных пробирок, если мы набираем ее с помощью шприца, отсасыванием, аспирацией, то эритроциты разрушаются и, соответственно, у нас появляются ложные признаки гемолиза. Растет билирубин, появляются разрушенные эритроциты. Гипербилирубинемия – это не специфический маркер гемолиза. Мы понимаем, что гипербилирубинемия может быть вследствие разных причин, в том числе и заболеваний печени. Чувствительность сфероцитоза при иммуноопосредованной гемолитической анемии варьирует в диапазоне от 61 до 95% в разных исследованиях. Пока те вводные, которые нам дали авторы, говорят о том, что диагностика ИАГА, иммуноопосредованной гемолитической анемии, остается затрудненной. Стоит напомнить, что такое карбоксигемоглобин. Карбоксигемоглобин – это устойчивое соединение СО с гемоглобином. Это очень стабильное соединение, которое плохо подвергается разрушению и которое приводит в высоких концентрациях к серьезным проблемам. Самая частая причина появления карбоксигемоглобина, мы с вами знаем, это отравление угарным газом. В нормальных условиях карбоксигемоглобин тоже образуется в организме, но его концентрация очень низкая и составляет не более 1%. Если у нас есть отравление угарным газом, если у нас загрязненная окружающая среда, его концентрация может расти. Стабильное соединение, которое у нас не разрушается в процессе течения болезни, может быть полезным предиктором гемолиза. Сам по себе карбоксигемоглобин, как я говорил вам выше, это очень опасное соединение. Причина в том, что это соединение очень стабильно, и оно плохо отдает вот эту группу СО, которая в нем есть. Более того, если у нас одна из молекул гема связывается с карбоксиглобином, оставшиеся 3 молекулы связываются с кислородом, но соединение получается настолько прочным, что кислород не отдается в ткань. И это приводит к тому, что кислород в крови вроде есть, кислород с гемоглобином соединен, но отдать его тканям гемоглобин не может. Соответственно, у нас нарушается оксигенация тканей и, как говорит одна из гипотез в этом исследовании, это должно привести к росту уровня лактата. То есть переход с аэробного гликолиза на анаэробный.
Первая гипотеза, которую выдвигают авторы, это то, что карбоксигемоглобин будет выше у собак с гемолизом, чем у собак без гемолиза или не гемолитической анемии. Вторая гипотеза, что выживаемость при повышении карбоксигемоглобина будет ниже. Это проспективное когортное исследование. У исследователей было 78 хозяйских собак с разными заболеваниями плюс контрольная группа. Первая группа собак – это группа гемолитической анемии. В нее вошли 27 животных. 22 собаки с подтвержденной иммуноопосредованной гемолитической анемией и 5 собак с микроангиопатией. Вторая группа, которую выделили исследователи, это группа негемолитической анемии. В нее вошли 27 собак, которые имели болезни почек, 14 собак, и вследствие болезни почек анемии, иммуноопосредованная тромбоцитопения, 6 собак, и собаки с иными заболеваниями, которые привели к анемии, в том числе постгеморрагическая анемия, это еще 7 собак. И контрольная группа, в которую вошли 24 животных. Оборудование, которое использовали для исследования, это IDEX для оценки клинического анализа крови, это IDEX для оценки биохимического анализа крови и GEM 4000 IQM, это аппарат для анализа газов крови, который как раз и анализировал уровень карбоксигемоглобина. Критерии включения были следующие. В группу гемолитической анемии попали животные с гематокритом менее 37,3 с двукратным положительным тестом на аутоагглютинацию после отмывания эритроцитов. Это критерий диагностики иммуноопосредованной гемолитической анемии, который предлагает нам American College Veterinary Internal Medicine Consensus Statement. Двукратный положительный тест на аутоагглютинацию после отмывания без присутствия сфероцитоза. После того, как иммуноопосредованная гемолитическая анемия была подтверждена, проводились дополнительные тесты, которые включали в себя билирубин, гемоглобинемию, гемоглобинурию и исключение конкурентных заболеваний, которые могут приводить к гемолитической анемии. Критерий микроангиопатии включал в себя шистоцитоз с отрицательным тестом на аутоагглютинацию и с анамнезом заворота селезенки или новообразования селезенки у собак. Группа негемолитической анемии включала в себя собак с нерегенераторной анемией любой этиологии или регенераторной анемией вследствие кровопотери, постгеморрагическая анемия. Контрольная группа включала в себя собак, доставленных в клинику для донации крови или на плановую ортопедическую хирургию без анамнеза лабораторных данных об анемии. Критерии оценки в этом исследовании были следующие. Это выживаемость до выписки из клиники, а также месячная выживаемость, отсроченная выживаемость. И результаты были следующие. Все результаты сведены в одну удобную таблицу, которую мы с вами и посмотрим, которую мы с вами немножко поанализируем. Во-первых, можно сравнить все три группы по уровню эритроцитов. Мы видим, что в группе с гемолитической анемией концентрация эритроцитов была самая низкая. Среднее значение 1,98. В то время как в группе с негемолитической анемией количество эритроцитов было больше. Среднее значение 4,05. Причем это статистически достоверная разница. Закономерно, что если в группе гемолитической анемии будет меньше количество эритроцитов, то уровень гемоглобина тоже будет ниже. И мы это тоже с вами видим в этой сводной таблице. Гематокрит тоже оказался ниже. Уровень билирубина в группе с гемолитической анемией оказался выше, что тоже закономерно и ожидаемо. Мы понимаем, что если у нас массово разрушаются эритроциты, они теряются в окружающую среду, одним из продуктов их распада будет билирубин. И при высокой его концентрации, при быстром его росте, печень не успевает справляться с его метаболизмом, и, соответственно, мы видим его рост. Что еще интересно? Интересен уровень лактата. Уровень лактата был достоверно выше в группе с гемолитической анемией. В группе с негемолитической анемией и в группе контрольной уровень лактата был ниже. И это тоже достаточно просто объяснить. Лактат – это один из продуктов анаэробного гликолиза. Если тканям не хватает кислорода, они переходят на анаэробный гликолиз. Соответственно, один из побочных продуктов – это лактат. Когда у нас анемия возникает быстро, например, в результате гемолиза, ткани не успевают адаптироваться. В группе негемолитической анемии мы видим, что лактат гораздо ниже, потому что это анемия, которая развивается более длительный период времени, и ткани успевают к ней адаптироваться. За счет адаптации митохондриев экстракция кислорода из гемоглобина становится выше, а соответственно перехода на анаэробный гликолиз не происходит. Ну и карбоксигемоглобин, да, собственно говоря, то, что хотели оценить авторы.
его уровень тоже достоверно выше в группе с гемолитической анемией. 7,7% в группе гемолитической анемии против 3,6% в группе негемолитической анемии. Если мы посмотрим на иллюстрации, на графики, которые нам приводят исследователи, мы видим эту достоверную разницу по уровню карбоксигемоглобина. Мы видим, что в группе гемолитической анемии он действительно выше. Но что еще важно, что после того, как авторы получили результаты, после того, как они получили численное значение уровня карбоксигемоглобина, они составили Рокс-кривую. Рокс-кривая показывает нам уровень чувствительности и специфичности метода. И мы видим, что уровень карбоксигемоглобина действительно это высокоспецифичный и высокочувствительный маркер иммуноопосредованной гемолитической анемии. На графике это хорошо видно. Значит, подтверждается гипотеза номер 1. Уровень карбоксигемоглобина выше в группе гемолитической анемии. Второй вывод из исследования, что гипотеза номер 2 опровергнута. Выживаемость не ассоциируется с уровнем карбоксигемоглобина. Однако, если мы посмотрим на среднее значение в этом исследовании, оно у нас составляет 7,7%. По данным предыдущих исследований, по данным медицины человека, мы знаем, что токсическое действие карбоксигемоглобина начинается при его значениях от 10-15%. Поэтому, возможно, это потребует еще дополнительных исследований, но если рост карбоксигемоглобина будет выше этих 10-15%, мы увидим снижение выживаемости в группе собак с такой концентрацией карбоксигемоглобина. Уровень карбоксигемоглобина имеет высокую чувствительность и специфичность, а поэтому он может использоваться как маркер иммуноопосредованной гемолитической анемии. Данное исследование показывает доступность метода в рутинной практике. Почему? Потому что тот самый анализатор GEM4000 – это картриджный анализатор. Рост карбоксигемоглобина связан с увеличением катаболизма гемоглобина при гемолитической анемии. Подобный рост может отмечаться при кровотечении и формировании объемной гематомы. Это данные предыдущих исследований. А значит, здесь надо быть осторожнее в его интерпретации. Иммуноопосредованная гемолитическая анемия связана с высвобождением большого количества провоспалительных цитокинов, что также приводит к росту карбоксигемоглобина. У этого исследования есть несколько важных ограничений, о которых говорят сами авторы. Во-первых, исследование проводилось в частном ветеринарном центре. Это не мультицентровое исследование, это не университетская клиника, это отдельно взятая частная клиника. И это могло повлиять на результаты этого исследования. Следующее ограничение, что рост карбоксигемоглобина может быть ассоциирован с рядом других заболеваний, таких как сепсис, таких как внутреннее кровотечение, таких как наркотические вещества, заболевания печени, респираторные болезни и многое другое. У собак в группе с гемолитической анемией не все эти конкурентные заболевания были исключены. Уровень карбоксигемоглобина оценивался у собак, не подвергавшихся ранее гемотрансфузии. Поэтому, что будет у собак после перенесенной гемотрансфузии с уровнем карбоксигемоглобина, нам по-прежнему неизвестно. Уровень билирубина был одним из маркеров иммуноопосредованной гемолитической анемии по критерию АКВИМ, что не исключает полностью холестатическую гипербилирубинемию. Еще раз, собаки, которые были в группе гемолитической анемии, у них не были полностью исключены все конкурентные заболевания, которые могут приводить к росту карбоксигемоглобина. Мне, кстати, понравилось, мне кажется, это вполне перспективный метод исследования. Ну и в принципе то, что измерение таких веществ, как карбоксигемоглобин, становится доступным в ветеринарии, на мой взгляд, это действительно очень важно. И в принципе карбоксигемоглобин действительно может быть маркером не только иммуноопосредованной гемолитической анемии, но и других заболеваний. Будем ждать следующих исследований. Прежде чем мы перейдем к травмированным кошкам, хочется напомнить вам поставить лайк и написать что-нибудь в комментарии. Можно написать не только что-то приятное, можно написать гадость, это позволит каналу развиваться, можно внести какие-то предложения, которые тоже будут нам полезны. Также хочу напомнить, что у канала есть возможность донации, можно переводить деньги на карту, 150 и даже 10 рублей будут очень полезны для развития канала. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte. Ну, а теперь приступаем. Вторая публикация пришла к нам из журнала «Ветеринарная интенсивная терапия» и посвящена она эпидемиологии тяжелой травмы у кошек. Это обзорное исследование American College Veterinary Emergency and Critical Care и Веткод.
Что такое веткод, мы поговорим чуть позже. Итак, мы с вами знаем, что кошки с политравмой – это большая популяция кошек, с которой мы с вами регулярно сталкиваемся, особенно весной и летом, когда кошки начинают падать из окон. На данный момент понимание и прогнозирование исхода у таких кошек стало лучше, однако многие факторы еще недооценены, в том числе факторы прогностические, которые позволят нам понять самим и сказать об этом владельцам, что ждет впереди их кошку, насколько длительным будет лечение, насколько оно будет дорогостоящим и что в итоге мы получим. На данный момент мало известно об эпидемиологии травм кошек в больших популяциях. Ну, если мы возьмем не 5 кошек, которые поступили к нам в клинику за предыдущую неделю, а 4000 кошек по всему миру. Мало известно о прогностических факторах и влиянии тяжести травмы на течение болезни. Предыдущие исследования, которые были, на которые ссылаются авторы статьи, показывают нам преобладание молодых самцов в популяции у кошек с травмой. Тоже вполне ожидаемо. Молодые самцы более активные, чаще выпадают из окон, потому что им хочется гулять и хочется чего-то, наверное, еще. В некоторых странах травма является одной из основных причин гибели кошек. Тяжесть травмы можно оценить объективно. И здесь нам на помощь может прийти такая штука, как Animal Trauma Triage Score и модифицированная шкала комы Глазго. Animal Trauma Triage Score – это полезный инструмент, который поможет нам в дальнейшем в прогнозировании исхода заболеваний у собак и кошек с травмами. ATTS. Было показано, что ATTS отражает смертность при травме в небольших многоцентровых исследованиях. Недавно ATTS был валидирован в мультицентровой популяции. То есть он был доказан и принят в такой организации, как Veterinary Committee on Trauma Registry, веткод, под эгидой АКВЕК. Выглядит эта шкала таким образом. Да, у нас есть несколько показателей, на которые мы ориентируемся и которым мы присваиваем баллы. Среди них критерии перфузии, работы сердечно-сосудистой системы, респираторной системы, поражение кожи, поражение опорно-двигательного аппарата и неврологического статуса. Осматривая пациента по этой шкале, мы присваиваем ему какие-то баллы. И, исходя из суммы балла, уже понимаем, что с ним происходит дальше. Ссылка на Animal Trauma Triage Score будет под видео. Вы можете ее скачать и начать использовать у себя в клинике. Что обсуждают исследователи во введении к этой публикации? Предыдущие исследования были небольшие, всего 112 кошек. Показали, что при наборе баллов более 3,5 по ATTS летальность будет более высокой. Более 3 баллов считается серьезной травмой у кошек. Основная цель исследования – это описать эпидемиологические факторы, демографию и клинические отклонения у кошек с тяжелой травмой с ATTS более или равной 3 баллам. Гипотеза первая, что кошки с ATTS более 3 будут иметь более высокую летальность, что также должно коррелировать с уровнем лактата, снижением дефицита оснований, уровнем гематокрита, общим белком, что будет подтверждено частотой госпитализации и потребности в гемотрансфузии. Вторая гипотеза, которую выдвигают авторы, что тяжелая травма у кошек будет ассоциирована с травмой головы и позвоночника. Это тоже кажется вполне логичным. Это ретроспективное обзорное исследование АКВЕК и веткод, анализ истории болезни Veterinary Trauma Centers. У них есть отдельный сайт, вот этот самый веткод, в котором есть информация о травмах и есть адреса клиник, которые специализируются как раз в травме. В целом это интересный сайт, у них есть свои ресурсы, у них есть ссылки на какие-то рекомендации, поэтому можно его посмотреть, он также будет в описании к видео. Ну и мы видим, что клиник, которые участвуют в этой программе, которые занимаются тяжелой политравмой у собак и кошек, их достаточно много. В основном они все локализованы в Америке и в Канаде. Возможно, до нас это тоже дойдет. Итак, был проведен анализ истории болезни в клиниках, которые участвуют в этой программе. Анализ истории болезни проходил с апреля 2017 по декабрь 2019 года. Критерии включения в это исследование были следующие. Во-первых, это описание ATTS, то есть чтобы в принципе у пациента была бальная оценка. Во-вторых, это известные демографические данные: возраст, порода, пол. Плюс важным критерием было исключение лабораторной ошибки, поэтому сомнительные какие-то результаты сразу были критерием исключения.
После того, как истории болезни были проанализированы, было статистическое определение оптимальной точки отсечения прогноза. То есть сначала всех исследовали, посмотрели статистически, кто когда умирает, и статистически обозначили ту точку, которая будет для нас прогностически важна. Всего было в этом исследовании 3859 клинических случаев. Это очень большая популяция для ветеринарии, как мы с вами понимаем, и такие исследования для нас очень ценны. Смотрим, с какими травмами у нас поступали эти кошки. Во-первых, травмы были разделены на два типа. Это тупые травмы и проникающие ранения. Вот если мы посмотрим на характеристику тупых травм, мы видим, что основные 4 группы — это высотная травма, падение с большой высоты, это неизвестная травма, кошка пошла погулять, пришла какая-то больная, это автотравма и это некие иные причины. Остальное, например, такое как травма внутри машины, которая попала в аварию, их было гораздо меньше. Проникающие ранения, основную группу составляли укусы, неизвестные причины и другие. Но также были проникающие ранения металлом, проникающие ранения стеклом, баллистические ранения, выстрелы какие-то и прочее. Итак, какие были получены результаты в этом исследовании? Во-первых, оптимальная точка отсечения прогноза определена как более или равно 3 баллам. До 2 баллов было большее количество кошек, 2511, 65,1%. С 3 баллами и выше было 34,9%. Прогнозирование летальности при количестве баллов по ATTS более равно 3 оказалось очень чувствительным. Чувствительность более 80%, специфичность более 75%. Тип травмы. Тупая травма составляла 57,4%, проникающие ранения 35,1%. Сочетная травма 7,5%. Травма неизвестной этиологии, когда кошка пошла погулять, а потом вернулась какая-то нездоровая, чаще ассоциирована с более низким количеством баллов по ATTS, равным или менее 2. С чем это связано, авторы исследования не уточняют, но, возможно, это связано с тем, что кошки, которые ушли, получили какую-то травму с ATTS более 3, просто не смогли вернуться домой и умерли где-то еще. Автотравма в большинстве случаев ассоциирована с количеством баллов больше 3 по шкале травмы. ATTS больше или равно 3 ассоциировано с большим количеством баллов по AFAST и TFAST. Гематокрит и общий белок ниже в группе ATTS больше или равный 3 баллам. Частота черепно-мозговой травмы и травмы позвоночника выше в группе с ATTS больше или равно 3. Собственно говоря, это то, что подтверждает нам первую гипотезу, что кошки, у которых будет большое количество баллов, будут иметь большее количество проблем, большее количество системных повреждений и хуже прогнозы на выживаемость. О прогнозах на выживаемость мы поговорим чуть дальше. Если мы посмотрим на те данные, которые у нас приведены в этой статье, если мы посмотрим на суммирующую таблицу, потому что было в этом изучено, мы увидим следующую вещь. Мы увидим, что частота летальности у кошек с ATTS более 3 будет в разы выше, чем у кошек с ATTS в пределах 2 баллов. При ATTS 2 балла у нас будет примерно 3-4% случаев летального исхода эвтаназии или смерти. А вот в группе с ATTS более 3 у нас будет 41,5% летальности. То есть почти каждый второй пациент при количестве баллов ATTS больше или равным 3 будет умирать. И действительно, с точки зрения прогноза, это очень интересно для нас. Если мы посмотрим на данные лабораторные, мы увидим, что концентрация лактата у кошек с ATTS больше 3 была выше. Это то, что подтверждает вторую гипотезу, которую выдвигают исследователи. Что чем больше баллов, тем больше у нас системных повреждений, и тем более это ярко видно по всем остальным анализам, которые мы будем с вами оценивать. Это лактат, это дефицит оснований, это уровень гематокрита и прочее. Также у кошек с количеством баллов ATTS больше 3 чаще обнаружилась свободная жидкость в грудной полости, в брюшной полости, а также изменения в легких, которые говорили нам о контузии легких.
Объем жидкости тоже разнился. Чем больше баллов, тем большее количество баллов по FAST набирали такие пациенты. И что еще важно, что пациенты с количеством баллов больше 3 чаще требовали гемотрансфузии. Предыдущее исследование, которое было выполнено на собаках, определило точку отсечения для собак в 5 баллов. На это исследование ссылаются авторы. Однако в этом исследовании точка отсечения оказалась меньше. Вспоминаем, что кошки это не собаки, и в данном исследовании точка отсечения 3 была ассоциирована с плохим прогнозом. Летальность достигала 41,5%, что подтверждает гипотезу. Большая выборка, которая была в этом исследовании, почти 4000 кошек, продемонстрировала значимую статистическую разницу между группами, хотя не все переменные могут быть клинически значимы. ATTS – важный инструмент для триажа пациентов и перераспределения ресурсов. Как только к нам поступает пациент с травмой, оценив его по ATTS, мы можем сразу предполагать, какая помощь в дальнейшем нам потребуется, насколько быстро мы должны выполнять те или иные действия и как нам верно ориентировать владельцев. В данном исследовании сложно оценить тип хирургии, которому подвергались кошки с травмой, что требует дополнительных исследований, потому что какие-то манипуляции выполнялись в условиях приемного отделения, какие-то хирургические манипуляции выполнялись в условиях уже отделения реанимации, а какие-то непосредственно на операционном столе. Мне это исследование показалось очень интересным. Я понимаю, что такой инструмент, как ATTS, может быть реально полезен в клинической практике, причем не только в условиях операционной или АРИТа, но и в условиях просто приемного отделения, для того, чтобы сразу информировать владельцев о том, что происходит, какие прогнозы и что делать дальше. На сегодня все. Спасибо за внимание. Ссылки на открытые статьи, либо на абстракты в PubMed по-прежнему под описанием к видео. Там же информация о веткод и ATTS, также информация о тех курсах, которые будут в образовательном центре коллегии ветеринарных специалистов. Всем спасибо за внимание, всем пока.